Привет, друзья! Сегодня мы будем готовить щуку. Что делать со щукой, если ее очень мало? Всем хочется, а щуки мало. Что делать? Правильно, из этого блюда надо сделать не блюдо, а закуску. Чем мы и займемся. Вот такая у нас небольшая щучка, две. Уже потрошенные, без головы и все остального. Мы ее сейчас зафилируем и сделаем из нее фарш. А для нашей закуски нам понадобится картошечка. Я ее уже почистил. Нам понадобится зелень. Я взял зелень, укроп и кинза. Нам понадобится сметана, не жирная, или жирные сливки. Тут уже у кого какой вкус. И нам понадобятся вот такие вот формочки для нашей закуски. Собственно, еще нам понадобится буквально зубчик чеснока и одно яйцо. А мы начинаем филировать щуку. Как говорится, поймать щуку может каждый Петрович, а вкусно ее приготовить не каждый Михалыч. Животики вот эти отрежем. Это нам суповой набор. Вот одна филешечка у нас готова. Сейчас мы сделаем еще столько же. Иди сюда, что ты там страдаешь? Иди, давай. Собака стесняется стойки с аппаратурой, поэтому пришлось на руках принести. Все, дамы и господа, вот у нас получилось щучье филе в таком вот виде. И сейчас мы с него будем делать фарш. Сама щука, рыба немножко сухая, поэтому обычно туда добавляют или кусочек сала. Я бы вам рекомендовал попробовать добавить кусочек сливочного масла. Можно добавить и то, и другое. Просто, как по мне, сливочное масло, оно не такое жирное. Сейчас мы это все перемолим. На вот это количество щуки добавим еще зубчик чеснока. Полученный фарш мы сейчас присолим, приперчим, перемешаем. И пусть он у нас стоит. А мы перейдем к картошке. Классика — это нарезать картошку мелкой соломкой. Ну, если это лениво, скучно или долго показалось, можно ее просто натереть на крупной терке. Мне тоже немножко лениво, поэтому возьмем крупную терку. Это блюдо можно было бы назвать жульен из щуки, но в этом блюде не будет ни грибов, ни сыра, ни майонеза, так что это не жульен из щуки. Это картошка со щукой. Хотя, опять же, звучит сильно банально. Предлагаю вам в комментариях как-то назвать это блюдо, чтобы оно выразило всеобщую мысль. Досмотрите до конца и потом пишите свой комментарий, как бы вы его назвали. Все, картошечку мы тоже натерли. Осталось нам до завершения совершенно чуть-чуть. А именно, значит, нам понадобится сметана. И нам понадобится зелень. Сметану, еще раз говорю, берем не жирную. Я брал 15%, но можно просто взять жирные сливки. Скорее всего, соус нам понадобится больше, но мы его подмешаем в ходе событий. Я не хочу просто всю сметану сразу. Вкусняшка. По зелени. Моя рекомендация — это укроп. Практически укроп априори. Ну и моя рекомендация — это кинза. Короче, те, кто меня смотрит, они знают, я люблю кинзу. Поэтому я, где есть возможность, я ее использую. Ну, все должно быть в меру. Опять же, кому лень резать ножом, может все это покрошить там с помощью комбайна, перемешать с помощью комбайна.
Короче, бытовая кухня, то есть бытовая техника у нас сейчас развита высоко, поэтому каждый делает так, как ему хочется. Но раз мы уж картошку не стали нарезать вручную, так хоть зелень нарежем руками. Так, нарезанную зелень мы кидаем в нашу сливки сметаны. Сюда вот. И это все надо так, посолить. Ну, скажем так, чтобы оно было чуть солоновато на вкус. Вот так вот. Мы готовы к производству. Сейчас уже можно включать духовку на 200 градусов. Пусть она прогревается, а мы наполняем наши формы. Итак, берем вот такие вот жульенные формочки. Еще раз напомню, у нас не блюдо, у нас закуска, потому что мало. Буквально в каждую формочку вот так вот. Это даже я много, это я психанул, разолью. Еще сюда. Вот так, чисто масло, чтобы не горела наша картошка. На дно где-то вот так вот ложим картошечку. Картошечку тоже присолим немножко. Теперь берем наш фарш. Фарш все-таки у нас основное блюдо, поэтому его должно быть больше. Но не забудьте оставить место еще нам под соус. Вот так раз. А теперь сверху красиво наша сметанка. Вот так вот. Все закрыли. Вот так вот. Вот. Это производство. Вот эта формочка. Ее можно ставить на противень и в духовку. Заполняем остальные. Вот, друзья. Формочки у меня кончились. Поэтому получилось так. Сейчас вот эту всю красоту мы поставим в духовку на 20-30 минут. И потом будем ее есть. Ну что, 20 минут истекли. Мы достаем наше произведение искусства. Отлично выглядит. Просто отлично. Пахнет еще лучше. И хотелось бы сказать словами профессора Преображенского. Напомню вам, это закуска. А закуску мы точнее, закуской мы закусываем. Поэтому надо, чтобы было что запивать. И опять же, вспоминая господина Преображенского, милый Барменталь. И непременно эту горячую штучку. И если вы скажете, что это невкусно, вы мой враг от Сильвии до Гренады. Господа, ваше здоровье. Понравился видос? Поддержите меня лайком.